Доброе утро, друзья! Общий новостной блог за 15 октября уже вышел на моем канале ранее. В этом видео отдельно остановлюсь на некоторых нововведениях, которые ждут москвичей в ближайшее время. Подписывайтесь на мой канал, и вы не пропустите ни одной значимой новости в России и мире. Первое нововведение: в Москве введут электронную регистрацию посетителей клубов, баров, дискотек в ночное время. С 19 октября попасть в такие развлекательные заведения, которые работают с 0 до 6 часов, можно будет, только зарегистрировав номер телефона. Входя в заведение, посетители должны будут сканировать QR-код, либо отправить СМС на номер 7377. Если у одного из посетителей затем обнаружат коронавирус, всех, кто был с ним в заведении, оповестят и предложат оперативно сдать тест на COVID-19. По словам заместителя мэра столицы Алексея Немирюка, посетителей не будут штрафовать за отказ сделать чек-ин. Предполагается, что пользоваться новой системой будут 500 столичных ночных клубов и баров. Сергей Собянин также пояснил, что власти очень не хотели бы закрывать ночные клубы как весной этого года, поэтому пришлось пойти на такие меры. Продлится эксперимент как минимум до 1 ноября, заявил мэр столицы. Как сказал заместитель мэра Алексей Немирюк, ночные заведения Москвы могут штрафовать до 500 000 рублей из-за отсутствия QR-кодов у посетителей. Второе нововведение. Московские школьники с 19 октября по 1 ноября частично перейдут на дистанционное обучение. В связи с этим в столице учеников 6-11 классов на ближайшие 14 дней переведут на удаленку. При этом школьники 1-5 классов вернутся в школу с 19 октября. Третье нововведение. С 19 октября по 1 ноября учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации под ведением правительства Москвы работать не будут. Власти посоветовали негосударственным организациям принять такие же меры. Четвертое нововведение. С 19 октября вход во все культурные учреждения Москвы будет производиться по пропускам. Это коснется музеев и театров. На сайте мэра города начал работать специальный сервис по продаже онлайн-билетов. По информации столичных властей, эта мера продиктована повышением качества всех санитарно-эпидемиологических норм. Пятое нововведение. Власти Москвы заблокировали транспортные карты пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями с 9 по 28 октября. У этих групп не работают социальные карты, а бесплатный проезд для пенсионеров приостановлен. Шестое нововведение. Уже с сегодняшнего дня, а именно с 16 октября, в столице начнет действовать предписание Роспотребнадзора, согласно которому перевозчики обязаны не пускать в транспорт пассажиров без средств индивидуальной защиты, даже если поездка уже оплачена. Пассажиры обязаны носить маски и перчатки. В публикации говорится об усилении контроля за масочно-перчаточным режимом в транспорте и участии в проверках правоохранительных органов. Таковы нововведения по борьбе с COVID-19, которые ожидают москвичей в самое ближайшее время. Спасибо, что были со мной. Всего вам доброго и до новых встреч на моем канале. С уважением, Ренат.